Оно бьется, пока не разобьется. Это такой вечный двигатель внутри себя. Только он размером с кулак. Болит сердце за ребенка? Мы расскажем, как сохранить самую важную мышцу. Это тот микроорганизм, про который говорят, он лижет суставы и кусает сердце. Здравствуй, Женя. Здравствуйте. Я вижу, ты изучаешь работу метронома. Да. Как ты думаешь, что он делает? Он отмеряет одинаковое количество времени. Верно, им пользуются музыканты. А на что в нашем организме похож метроном? На сердце. И снова в точку. Наше сердце также ритмично отстукивает удары. Но, как и любой прибор, оно способно давать сбои или генерировать шумы. Шумы в сердце – тема нашей сегодняшней передачи. Женя пришел к нам с отцом Владимиром. Добрый день. Что вас привело? Такая неприятная ситуация у нас, Алексей, произошла. Женя занимался футболом. Вот, серьезно занимался футболом. Как долго? Как вот в школу пошел. Угу. Вот. И где-то, наверное, где-то летом я стал замечать, что он приходит уставший со школы. Вот, без настроения, спрашиваю, что-то случилось в школе, что-то? Нет, все в порядке, просто устал. А потом он как-то заметил, что схватился за грудь. Я говорю, болит что? Нет, ничего не болит, ничего не болит. Потом еще раз заметил. Так несколько раз видел, что он хватается за грудь. Я говорю, дружочек, давай-ка пойдем к врачу проверимся. Вот. Собственно, мы пришли к педиатру. Он нас направил к кардиологу сделать ЭКГ сердца. В общем, нам поставили диагноз синусовая тахикардия. И каков итог? Нам запретили заниматься футболом. Футбол пришлось бросить. Вот. На первое время даже от физкультуры освободили. У вас это приступами тахикардии или постоянно? Нет, не постоянно. Это вот действительно это приступы. А чем запускаются эти приступы? Мы недавно развелись все с Жениной мамой. Вот. Ну и Женя остался жить у меня. Мы так совместно такое решение приняли. Вот. Он, конечно, естественно, переживал, как любой ребенок. И, собственно, вот после таких вот нагрузок, эмоциональных потрясений и физических нагрузок в сочетании, в принципе, вот у него стало покалывать сердце. Угу. Иди сюда, я тебя осмотрю, послушаю сердце и посчитаю твой пульс. Во время осмотра педиатр может выслушать шумы, а также нарушение сердечного ритма. Это показания к дальнейшим обследованиям. А вот при ограничении физических нагрузок состояние улучшилось? Он перестал утомляться или ничего не поменялось? Меньше стало, конечно. Меньше утомляться стал. Но у меня вот вопрос какой. Неужели при нашем диагнозе вообще нельзя заниматься спортом? А ты любишь заниматься футболом? Очень. Это моя стихия. Да, это твоя стихия? Хочешь стать Рональдо? Угу. Я вам рекомендую обратиться в Центр аритмологии, который находится в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии. Там разбираются с подобными проблемами и помогают ребенку в его проблемах с сердцем. Нельзя спать на левом боку. Сердце заболит. Это чемпион среди заблуждений о сердце. А какие еще типичные ошибки допускают родители? Сейчас мы вам напомним. Все сердечные болезни возрастные. Молодежи они не грозят. От сильного испуга сердце может разорваться. Болезни сердца передаются по наследству. Предотвратить их нельзя. Сердце можно закалить только спортом. Лучше профессиональным. Так надежнее. Чтобы укрепить сердце, надо съедать как можно больше изюма. Он богат калием. А я хочу представить своего коллегу и помощника Арнольда Леопольдовича Каца. Он всегда присутствует у меня на приеме и дает полезные советы. Арнольд Леопольдович, так сколько же нужно есть изюма? Чтобы укрепить сердце, старайтесь вообще не злоупотреблять едой и особенно сладким. Излишний вес – это самый мощный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дети не исключение. Спасибо, Арнольд Леопольдович. А от себя добавлю, что с возрастом сердечно-сосудистых заболеваний становится больше, но и у детей они присутствуют, как врожденные, так и приобретенные. От испуга сердце не разорвется, и все же берегите нервную систему своих детей. Не все болезни сердца передаются по наследству, и у здоровых родителей ребенок может иметь сердечные проблемы. Физическая нагрузка, особенно аэробная, укрепляет сердечную мышцу, но олимпийские нормативы для нее губительны. Женя, для начала я научу вас считать пульс. Он считается на запястье. Здесь находится лучевая артерия. Если прижать большой палец вот сюда, вот смотри,
можно почувствовать характерную пульсацию под пальцем. Пульс считают за 30 секунд, а потом умножают вдвое. Посчитаем? Поехали. Стоп. 30 секунд прошло. У кого сколько получилось? Женя? У меня 40. Значит, умножим на двое. Сколько будет? 80. А у папы? 70. И у меня тоже 35, значит 70. У нас с вами получился ровный, правильный пульс. Но бывает и нарушение ритма. Допустим, тахикардия, когда пульс учащается. Или брадикардия, когда он ниже своей возрастной нормы. Или аритмия, когда сердце бьется нерегулярно, появляется лишнее сердечное сокращение. У каждого возраста своя частота пульса. Вот, допустим, возраст Жени – это 90-80 ударов. В принципе, пульс у тебя в твоей норме. А старше 12 лет 70-75. То есть у нас с папой тоже ритм в нашей возрастной норме. Но частоты пульса недостаточно для того, чтобы оценить работу сердца. Есть еще много других опытов. Женя, приложи руку к шару. Что там внутри? Электричество. Совершенно верно. Вот сердце тоже производит электричество само для себя. По сути, сердце – это насос. Оно само генерирует электричество и распределяет в мышцу, чтобы мышца сокращалась. А как это происходит, я покажу тебе на нашем приборе. Ты когда-нибудь играл с электронным конструктором? Конечно. Ну вот мы собрали здесь макет сердца. Это как будто бы сердце, а здесь проводящие пути, пучки Гисса. В сердце электричество течет по специальным проводящим путям. Когда оно замыкается, происходит сокращение. Нажми, запомни импульс. Вот как будто бьется сердце. Покажи, как оно бьется. Каждый раз, когда идет импульс, загорается лампочка. А в настоящем сердце, когда идет импульс, сокращаются предсердия, желудочки и выталкивают кровь. Это и формирует сердечный ритм. А сейчас заменим лампочку пропеллером. Запускай наше сердце. Вот так и работает и запускается сердце. Это такой вечный двигатель внутри себя. Только он размером с кулак. Вот у тебя сердце вот такое. У меня вот такое. А у папы? Вот такой кулак у нас бьется круглосуточно. Наше сердце состоит из желудочков левого и правого, предсердий, также левого и правого, которые между собой сообщаются через клапаны. Когда идет электрический импульс, происходит систола, сокращение сердца. Сокращаются предсердия и загоняют кровь в желудочки. Сокращаются желудочки и выбрасывают кровь в организм. Потом сердце расслабляется. Это называется диастола. Так и формируется сердечный ритм. Тук-тук, тук-тук. Систола, диастола, сокращение, расслабление. Также, собственно, образуется и шум в сердце. Кровь – это очень вязкая жидкость, а когда она течет сквозь клапаны, бьется об стенки, она создает характерные шумы, шумы трения. А как можно услышать шумы в сердце? Чаще всего это делает врач с помощью простейшего прибора фонендоскопа. Он при осмотре пациента, при прослушивании, может услышать шумы. Дальше можно уточнить, что это за шум, с помощью специальных исследований. Это фонокардиография, которая записывает звук. Или эхокардиография. В нее тоже входит элемент фонокардиографии, когда звуки записываются и интерпретируются доктору. Но нужно быть для этого специалистом. У нас с тобой сегодня есть уникальная возможность услышать шумы сердца. Пойдем со мной. У нас в гостях профессиональный музыкант, кадет и ударник Давид Михалев. Здравствуй, Давид. Здравствуйте. Музыка – это язык сердца. Это не просто красивые метафоры. Только у сердца тоны, а у музыки… Биты. Покажи, Давид, нам биты. При нормальном ритме сердца, пульсе 60-85 ударов в минуту, ритм напоминает вальс. Наверняка мы все слышали эти трехдольные ритмы, ритмы нашего сердца. Когда тахикардия, пульс учащается, ритм тоже учащается, и мы слышим военный марш. Когда пульс замедляется, брадикардия, 40-45 ударов в минуту, сердце как будто берет паузу, отдых, диастолу, и мы слышим более медленный ритм. Но не только ритм сердца мы можем услышать, но и шумы. Шумы патологические или физиологические, которые мешают обычному звуку. Давид, дай нам ритм сердца. Женя, дай нам шум. Стоп.
Вот то же самое врач слышит в фонендоскоп. Нормальный ритм сердца и кучу шумов, и других звуков, когда кровь разбивается о какие-то преграды или течет не так, как надо. Пойдемте в студию. Я показал тебе, какие бывают шумы в сердце. Уже они тоже услышали шумы. С чем это связано? С его синусовой тахикардией. Эти шумы функциональны. То есть на фоне нарушения функции сердца они возникли. Не из-за того, что у него порок или какое-то органическое нарушение. Что могу вам сказать? Конечно, спортом заниматься надо. Возможно, тут есть элемент перестраховки, да. Но раз у ребенка диагностировали синусовую тахикардию, нужно пойти по двум направлениям. Первое – уточнить ее причину. Второй фактор – это помочь сердцу работать хорошо. То есть исключить стресс, какие-то серьезные психоэмоциональные нагрузки. Физические нагрузки нужно немножко ограничить. Заниматься пока ОФП, легкой гимнастикой. Почему запрещают футбол? Игра эмоциональная, дети забываются. Они так бесятся, играют, что у них есть элемент соревновательности. Они не понимают, когда им становится плохо. И чувствуют одышку только когда придут уже домой. Но постепенно нагрузку нужно увеличивать. Конечно, под контролем кардиолога. Будет хорошая физическая нагрузка, будет хороший доктор, у вас будет хорошее здоровое сердце. И он вернется к занятиям футболу и, надеюсь, станет крутым, великим футболистом. Спасибо. Сердца хористов во время концерта бьются в одном ритме. Это выяснили ученые. И пришли к выводу, что занятия в хоре исключительно полезны для сердечной мышцы. Но стоит ли ради них отказываться от спорта? Будем разбираться. А я хочу представить вам Наталью Павловну Котлукову, врача-педиатра, детского кардиолога, профессора. Наталья Павловна, как вы прокомментируете ситуацию с Евгением, нашим героем? Дело в том, что ему 11 лет. Да. Он начинает вступать в период полового созревания, так называемый пубертат. И в этот период, конечно, у него идет такая активная работа всей его вегетативной нервной системы. И у него могут быть вот такие особенности реагирования синусового ритма в виде эпизодов и тахикардии, и брадикардии. И частота сердечных сокращений, которая у него была зафиксирована, по-моему, 90 ударов в минуту, в принципе, укладывается в ту вариабельность ритма, которая может быть для этого возраста. Причем очень важно, ведь он же, естественно, волновался, когда ему делали электрокардиограмму. То есть ему, наверное, не дали времени, чтобы он 15 минут лежал, отдыхал. Поэтому обычная электрокардиограмма, если там появляются изменения, нужно делать... Если для этого есть серьезные показания, делать суточное мониторирование КГ по Холтеру. То есть, когда ребенок носит прибор, который в течение 24 часов фиксирует сердечный ритм. Когда он спит, когда он, так сказать, вот, ходит по лестнице. И все это фиксирует в своем дневнике. Если это на фоне адекватной физической нагрузки, значит, здесь ничего страшного нет. Если же это эпизоды тахикардии во сне, например, чего не должно быть, здесь уже нужно будет более внимательно смотреть на эту ситуацию. Сейчас дети в 6-7 лет идут уже спортивные секции. Да. О чем могут свидетельствовать шумы в сердце и противопоказания ли это к посещению спортивной секции? В принципе, всю патологию сердца можно так условно разделить на 3 большие группы. То есть первая проблема – это действительно, когда доктор берет фонендоскоп в уши, вкладывает и слышит шумы. Вариант такой наиболее серьезный – это врожденные пороки сердца. И тогда этот шум может выслушиваться уже с рождения. Тогда ребенок идет на эхокардиографию и устанавливается причина шума. Вторая причина – это чаще всего хорды. Они могут быть расположены вертикально, могут быть расположены горизонтально, диагонально. Вокруг нее, конечно, возникает турбулентный поток, и это создает такой шумок, как мы говорим, с хордальным оттенком, но он не мешает ребенку абсолютно. Это никоим образом не является противопоказанием для посещения секций, занятий спортом и так далее. Третья группа. А третья группа, вот это уже ситуация, которую мы не видим глазами. Ребенок считает себя... Вообще и родители, и врачи считают ребенка здоровым, но вдруг в какой-то момент родители замечают, что появилась, например, на фоне той же респираторной вирусной инфекции, появляется одышка, и вроде бы уже ребенок не температурит, но одышка сохраняется.
И на рентгенограмме грудной клетки выявляет большое сердце, кардиомегалия, так называемый синдром большого сердца. Это, например, может быть патология, которая была скрыта, это в частности, например, кардиомиопатия. Вот если мы даже с вами вспомним вот этого хоккеиста Черепанова, который вот играл в хоккейной команде, ведь он внезапно с ним случилась беда, его не смогли спасти, и когда стали уже разбираться, оказалось, что это была скрытая патология сердца, то есть это был миокардит. Или вот сейчас произошла беда с фехтовальщицей, девушкой, которая, так сказать, вот тоже погибла. То есть она умерла на фоне обследования, когда ей проводили обследование. Опять же, это была скрытая патология миокарда, и они занимались спортом, не зная. Таких случаев очень много. А как заранее выявить, скринировать данную проблему? То есть вы знаете, что, в принципе, сейчас есть приказ, по которому все дети должны проходить эхокардиографию, которая поможет уже заранее исключить эту патологию. Вот какие симптомы могут увидеть родители и какие симптомы должны их насторожить в плане сердечной проблемы у ребенка? Если это маленький ребенок, то чаще всего все-таки проблема возникает на фоне врожденного порока, который, и, кстати говоря, здесь может быть вот какая ситуация. Ведь есть пороки сердца, как мы говорим, шумящие, и тогда любой педиатр, не только кардиолог, может действительно услышать шум и направить ребенка на эхокардиографию. Но это, кстати говоря, менее тревожно, чем вторая группа пороков. Есть группа пороков афоничные. Да, немые это. Немые пороки. И вот здесь доктор ничего не слышит, педиатр, а родители... А даже иногда не родители, если это первый ребенок, родители могут этого не замечать. А, например, бабушка, которая уже вырастила несколько детей, она говорит, что дочь, а почему ребенок так дышит? Почему у него втягиваются межреберные промежутки? Мама обращает внимание на то, что ребенок не высасывает полный объем питания. Они пришли в месяц в поликлинику на обследование, и доктор взвешивает ребенка и видит, что он вместо 800 грамм прибавил всего 300. То есть вот эти симптомы, такие, скажем, не специфические, даже не кардиологические, а соматические симптомы, они покажут, что есть неблагополучие. Наталья Павловна, большое вам спасибо за здоровые детские сердца. Далее в программе. Если бы не отец, я бы, наверное, даже не встал бы. Чем грозит ребенку обыкновенная ангина и как перенести ее без сердечных осложнений? Когда нам плохо, да, вот этим микроорганизмам, наоборот, становится хорошо. Сердце обычного человека бьется 100 тысяч раз в сутки и 36 миллионов раз в год. Арнольд Леопольдович, что это означает? Это значит, что если сложить все паузы между ударами, то около 20 лет жизни оно молчит. А как вы считаете, коллега, верно ли, когда называют сердце вечным двигателем? Назвать можно как угодно, но ни один двигатель не будет работать безупречно, если махнуть на него рукой. А у нас в гостях Данила и его отец Виталий. Данила недавно перенес операцию на сердце. Как это произошло и что этому предшествовало, сейчас Данила нам и расскажет. Дело в том, что я гулял с друзьями, и искупался в речке. А дальше заболел ангиной, не заметив этого. Я чувствовал боль в горле, не чувствовал температуры и просто никак не лечился. Отчего ангина дала инфекцию на суставы. И что у тебя случилось с суставами? У меня обнаружили ревматизм. Суставы болели? Опухали? Да, они опухали, были пятна, болели. Сколько болели ноги? Месяц у нас они были. Я долгое время терпел, у меня проходило само, выходил гулять, потом опять болеть начинало. В итоге я пошел в больницу. Угу. А ты со стороны сердца что-то чувствовал? Боли, одышку какую-то? То есть ты не ощущал никаких проблем со стороны сердца? Нет. А какой диагноз тебе поставили в Морозовской больнице? Инфекционный эндокардит. Чтобы было понятно, инфекционный эндокардит – это воспаление, и на этом клапане оседает инфекция, и он разъедается, как будто превращается в цветную капусту, разрушается. И этот процесс очень тяжело остановить антибиотиками, даже большими дозами. Такой плохо контролируемый процесс. А что тебе сказали врачи в Морозовской больнице, когда обнаружили эту проблему? Что ситуация тяжелая, пытались вылечить, но не получилось. И тогда вам предложили операцию? Да, нам и в срочном порядке уже предложили. Инфекция начала клапан очень сильно разрушать. Хотелось бы, собственно, и показать, что значит операция на артальном клапане, как она выглядит и как она делается. Проводится она обычно на открытом сердце, пережимается аорта, это большой крупный сосуд, который отходит от левого желудочка. Убирается патологический артальный клапан и ставится протез нейлоновый, либо еще с каких-то композитных материалов. Сердце запускается, начинает функционировать как сердце обычного здорового человека.
И насколько этот аортальный клапан, вам сказали, будет годен, надо ли его менять, надо ли как-то следить за ним? Ну, дали гарантию 20 лет, чтобы на этот клапан. Но сказали, если мы будем соблюдать все диеты и как бы вести здоровый образ жизни, то это может дойти и до 40 лет. А дальше что? А дальше повторная операция по замене еще раз клапана. Ну, а после операции как ты себя чувствовал, как ты восстанавливался? После операции вообще был очень дико ленивым. Если бы не отец, я бы, наверное, даже не встал бы, я просто лежал на койке. После операции он находился целые сутки еще в реанимации, так как они должны наблюдать его там. Потом он находился сутки, я сидел рядом с ним, пока у нас отойдет наркоз. На следующий день уже после этого, когда наркоз отошел, мы уже могли сами вставать, сами уже начинали потихонечку кушать. И в больнице мы находились в течение 10 дней. Потрясающе. Ребенок через, считай, сутки после операции на сердце мог сам даже пытаться вставать. У тебя безумные компенсаторные механизмы. Данила, после операции как ты поменялся, у тебя образ жизни? Ну да, мне нельзя заниматься спортом. Много бегать, получается, если я долго бегаю, у меня появляется одышка. И что ты будешь делать теперь? Ну, если у меня будет температура или будет горло болеть, я сразу буду проверяться, то есть мерить температуру и идти к врачу. Данил, я хочу, чтобы ты в дальнейшем очень внимательно относился к инфекционным заболеваниям. Не только ангинам. Они могут вызывать осложнения на сердце. Я хочу, чтобы люди, которые смотрят эту передачу, тоже запомнили. Не надо заниматься самолечением. Если предлагают антибиотик, не надо отказываться. Ведь инфекции имеют за собой осложнения. А я вам хочу пожелать здорового сердца и чтобы период реабилитации у вас скорее закончился. Спасибо. Все мы не раз слышали, простуду нельзя переносить на ногах. А вот почему нельзя? И как ее переносить? 2 недели не вставать с постели? Зададим эти вопросы эксперту. А у нас в гостях врач-кардиолог Анастасия Глазырина из Морозовской детской городской больницы. Анастасия, скажите, какие инфекционные заболевания могут вызвать осложнения на сердце? Ну, в общем-то, любые. Это может быть грипп, это может быть тонзиллит, это может быть ангина. Даже риновирусная инфекция может вызвать поражение клапана впоследствии. А что такое ревматический порок сердца? И часто ли сейчас это встречается? Это инфекционное поражение клапана именно ревматического характера. Это определенный микроорганизм, который относится к условно-патогенной флоре, что означает, что он живет с нами. И в определенных условиях он просто активизируется. И это тот микроорганизм, про который говорят, он лижет суставы и кусает сердце. А что же это такой загадочный наш друг, который с нами живет, но нас так не любит? Стрептококк. То есть не стоит бояться антибиотиков в случае заболевания верхних дыхательных путей. Это поможет предотвратить развитие ревматизма. Да, поможет. А как еще можно избежать ревматического порока? Регулярными осмотрами и профилактикой, в том числе инфекций верхних дыхательных путей. Вот говорят, что нельзя переносить вирусные инфекции на ногах. Так ли это? И почему опасно переносить вирусы на ногах? Ну, опять-таки, это чревато именно присоединением инфекционных осложнений бактериальных, таких как вот стрептококковые инфекции. Когда нам плохо, да, вот этим микроорганизмам, наоборот, становится хорошо. Они начинают размножаться и циркулировать, поражая разные органы, в том числе клапанный аппарат сердца. Ну, такой практический совет. Как долго нужно лежать в постели, когда ты болеешь? Ну, видимо, до того, как нормализуется самочувствие. И, конечно, вас как минимум во начало болезни, во время болезни и по окончанию болезни должен осмотреть ребенка врач-педиатр, послушать в том числе сердце, легкие, посмотреть горло для того, чтобы определить, ребенок выздоровел или нет. А после каждой ли ангины нужно делать функциональное исследование сердца ЭКГ? Рекомендуется, да. Даже если она была верно лечена? Да. Это предотвратит как-то или поможет спрогнозировать возможные осложнения? Спрогнозировать. Предотвратить навряд ли. Предотвратить можно только правильно лечив. А вот спрогнозировать дальнейшее течение осложнений – да. Нашим молодым родителям. А нужен ли скрининг пороков сердца, например, в роддоме эхо сердца или в 3 месяца, или в год? Как часто надо его делать или надо делать вообще его? Ну, конечно, делать нужно. По разным данным, по статистике, от 2 до 14% детей рождаются как раз-таки с пороком сердца. И диагностируются, к сожалению, не все на уровне неонатального периода жизни ребенка. Поэтому есть так называемые пропущенные пороки. Поэтому рекомендуется ребенку сделать в 3 месяца и в год сделать эхо-КГ, для того, чтобы вы могли знать, что с вашим ребенком. А не целесообразнее ли делать эхо сердца всем детям в роддоме, чтобы сразу увидеть
какой-то порог. Возможно, действительно стоит, но на сегодняшний день это не входит в программу скрининга новорожденного ребенка. То есть вы бы рекомендовали родителям все-таки включить это исследование ребенку до месяца как обязательно? Да, я бы рекомендовала. Как и делают, собственно, многие роддома сейчас в Москве. Да. Анастасия, спасибо. Всего доброго. Спасибо. А сейчас еще раз. О чем нужно помнить родителям, чтобы сердечные дела их детей всегда были в порядке? Шумы в сердце не всегда противопоказания к занятиям спортом, но нужно обязательно выявить их причину. Грипп, ангина, танзелит могут дать осложнения на сердце. Не торопитесь возобновлять занятия физкультурой и спортом. Спустя 2 недели после болезни сделайте ребенку ЭКГ. Важно убедиться, что не пострадал сердечный клапан. Легкая, но регулярная физическая нагрузка гораздо полезнее для сердца, чем спорт высоких достижений. Новорожденному ребенку в роддоме должны делать скрининг сердца. Это позволяет выявить врожденные пороки. Чем более образован человек, тем меньше вероятность, что у него возникнут сердечные заболевания. Это научный факт. Смотрите внимательно нашу программу и будьте здоровы. Это был «Фактор роста» и ваш бессмертный педиатр.